Привет, друзья, с вами Лада, и наконец-то я готова показать вам почти готовый вариант моего блокнотища, который создавался очень долгое время, на протяжении 1,5 месяцев. Не то чтобы его очень сложно было делать, нет, просто такой блокнот очень похож на Пятибук, только немного другой принцип заполнения у меня, но тем не менее он также рассчитан на 5 лет, поэтому я его создавала с чувством, с толком, с расстановкой, мне хотелось продумать каждый этап работы, потому что заполнять я его буду очень долгое время, для меня 5 лет это ого-го. Поэтому в этом видео я покажу очень подробный процесс его создания. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Не забывайте ставить большие пальчики вверх и подписываться на канал, будет очень много всего интересного. А еще заглядывайте в описание, там я оставляю список тех материалов, которые мне понадобились для создания этого блокнота. И также там вы найдете ссылки на интересные другие мастер-классы на моем канале. Поехали! Первое, что делаю, это состариваю листы бумаги, опускаю их в чай и укладываю сушиться горизонтально или на поднос, или на батарею. Когда листы высохли, глажу их утюгом, разглаживая неровности. Теперь буду делать блок. Так как листов у нас очень много, поэтому у меня будет блок состоять из мини-блоков. Такой мини-блок я делаю так. Беру 5 листов, складываю их пополам, а затем вкладываю эти сложенные листы друг в друга. Сшиваю каждый мини-блок. Отверстий для сшивания должно быть четное количество. Затем вырезаю такую полоску длиной равной блоку, складываю пополам и с помощью нее склеиваю эти мини-блоки между собой. Получается толстенный блокнот, пока без обложки. Связываю нитки между собой. Проклеиваю корешок клеем ПВА и сверху накладываю кусочек бинта. Все это отправляю сушиться под пресс. Теперь занимаемся обложкой. Примеряю ткань и кружево, примерно как все будет располагаться на будущем блокноте. Пришиваю кружево и ленты к ткани.
Теперь из картона вырезаю две заготовки, равные по длине и ширине с блоком, плюс 2 мм с каждой стороны. Измеряем толщину корешка, клеим две картонные заготовки на фетр, между ними оставляем то расстояние, которое равно ширине корешка плюс 5 мм с каждой стороны. Обрезаем лишний фетр. Беру полоску ткани и клею ее на внутреннюю часть корешка. Здесь очень подходит клей-карандаш для этой цели. Обрезаю лишнее. Беру ткань, кладу ее лицевой стороной вниз и прикладываю на нее обложку так, как она должна быть. Приклеиваю ткань. Здесь использую уже более сильный клей, в данном случае у меня клей Момент гель. Формирую уголки. Я этот момент более подробно показывала в видео про скетчбук. Сейчас справа вверху выпрыгнет ссылочка на это видео. Я еще наклеила закладку. Примеряю блок с обложкой, и если все хорошо, склеиваю эти детали вместе. Друзья, ну вот и готов блокнотик. Давайте посмотрим, что же там у него внутри. Завязывается он на ленточке, но, если честно, я бы их сейчас заменила простой резинкой, потому что с ними слишком много возни. Ленточки я спрятала вот под этот форзац и сверху наклеила тесьму, и мне осталось здесь прикрепить такие уголки, чтобы защитить уголочки, все-таки блокнот будет очень долгое время использоваться, и скрыть вот эти места. Пока я это не сделала, потому что в поисках идеальных уголков, которые подходят для дизайна этого блокнота, но как только я найду эти уголки, я обязательно доделаю блокнотик до конца. Как я уже сказала, принцип этого блокнота похож на пятибук. Также он рассчитан на 5 лет.
Каждый день я записываю, но единственное, здесь нет вопросов. То есть каждый день я записываю просто главные события этого дня, какие-то мысли, эмоции, чувства, которые я в этот день испытывала, и все. Потом очень интересно, мне кажется, будет почитать через несколько лет, что же я, например, думала 10 марта 2018 года и какие события у меня в этот день происходили. А здесь я его еще не дозаполнила, не дорасчертила, можно сказать, но все еще впереди, мне это доставляет огромное удовольствие. И я хотела сказать еще одну вещь, которую я забыла в этот блокнот внести. 29 февраля. Я о нем полностью забыла. Вот идет 28, потом 1 марта. Но я так подумала, ничего страшного, я потом куда-нибудь этот день вклею. Так что, если вы будете делать этот блокнот, обязательно учитывайте, что 29 февраля у нас есть. И повторяется каждые 4 года. Вот такой блокнотик у меня получился. Я очень надеюсь, что эта идея вам понравилась. Может быть, вы тоже вдохновитесь на создание такого блокнота. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, я буду что-нибудь еще придумывать такое интересное. И желаю всем вдохновения, отличного настроения. Увидимся очень скоро в следующих видеотрансляциях. Пока-пока. И да, кстати, буду вас держать в курсе событий, как заполняется этот блокнот. Буду рассказывать о том, сложно ли мне его заполнять, ну, в общем, о каких-то своих мыслях таких об этом всем деле. Так что подписывайтесь и не пропустите точно ничего интересного. Пока-пока!